Здравствуйте, друзья! Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, почему МОК отстранил Россию и ее спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также сравнил происходящее на Украине и в других странах. Национальные олимпийские комитеты со всего мира задались вопросом, чем уникальна ситуация на Украине и где мировым сообществом были предприняты те же меры во время вооруженных конфликтов в Афганистане, Эфиопии, Мали, Сирии, Йемене и других странах. Ответ состоит в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы были обязаны принять защитные меры, потому что реакция в мире на конфликты в других странах была не такой, как на события на Украине, заявил Бах. Томас Бах запятнал свою репутацию еще на Олимпиаде в Пекине, когда принял откровенно антироссийскую позицию в деле Камилы Валиевой. Тогда функционер вполне открыто выступал против россиянки и ее тренерского штаба, не желая слушать никаких объяснений от российской фигуристки и не имея никаких доказательств в умышленном использовании запрещенных веществ Валиевой. И вот теперь Томас пытается оправдать действия МОК в отношении российских спортсменов. И делает это по обыкновению своему чрезвычайно нелепо, хотя, видимо, сам того не замечая, Бах намекает на главную причину отстранения россиян. Ситуация на Украине Томас называет чрезвычайным нарушением олимпийского перемирия, а другие случаи в мировой истории, оказывается, не были такими вопиющими. И мерилом чрезвычайности, как выяснилось, является реакция мирового сообщества, то есть не факт самого нарушения, а реакция на него определенных стран. Но были ли проведены какие-то голосования в МОК? Конечно, нет. Ведь если брать весь мир, подавляющее число стран не выступило против России, а значит и решение о дисквалификации россиян принять было невозможно. Особо цинично звучат слова о нарушении олимпийского перемирия, которое ранее происходило во время каждой Олимпиады. А значит, МОК оставлял за собой право их не замечать, заявляя тем самым, что жизни одних людей не так важны, как жизни других. По сути, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, как и ситуации с Валиевой, принимает определенную точку зрения, диктованную конкретными лицами, странами, и уже совсем этого не скрывают, но продолжает настойчиво ссылаться на нарушение олимпийского перемирия, делает вид, что именно в нем причина. Недавно Международный олимпийский комитет поменял свой девиз, который оставался неизменным на протяжении 127 лет, добавив к фразе «быстрее, выше, сильнее» слово «вместе». Думаю, пришло время поменять и столь чтимую в олимпийском движении знаменитую фразу «спорт вне политики», добавив к ней «не существует».